Доброго дня, дорогие телезрители. Курс номер 2 по подбору оборудования для камина, для полноценного классического камина. Как я говорил ранее, камины делятся на два типа. Это камины классические, где есть каминная облицовка, каминная топка, и камины современные. Современные камины, где обшиваются полностью в гипсокартон и делаются некие там уже декоративные узоры. В данном случае хотел бы вам показать уже вариант классического, чисто классического камина, где есть некая облицовка, некая топка и полностью вывод системы дымоудаления. На первое, что необходимо обратить внимание при подборе каминной топки и каминной облицовки, определить, есть ли у заказчика уже готовое основание, да, потому что именно все начинается именно снизу. После выбора основания дальше выбираем уже каминную облицовку. Каминную облицовку я рекомендую выбирать именно из натурального камня. Почему из натурального? Потому что по цене они не так сильно отличаются. То есть, к примеру, на данный момент 2018 год, там, каминная облицовка из натурального камня стоит примерно 50 тысяч рублей, а из искусственного камня там порядка там, от 30 и там, вплоть до 60 бывают облицовки, к примеру, в домотехнике. Поэтому рекомендую из натурального камня, потому что натуральные камни, конечно же, поинтереснее смотрятся. К примеру, вот здесь балки, они идеально ровные, полка, точнее, идеально ровная, идеально прямая. То есть и даже сбрасывать золу будет гораздо удобнее, нежели впоследствии, когда эта зола уже осядет здесь. К примеру, если будет не натуральный камень, а искусственный камень, здесь все это будет забиваться и будет пористость. Поэтому рекомендую, конечно же, использовать облицовки из натурального камня. Дальше. Каминная топка. Каминную топку чаще всего заказчикам я рекомендую компании Nordflam. Сейчас, кстати, появились еще Fergus. Разница у них небольшая, потому что и те, они примерно одного ценового диапазона. Тут в первую очередь нужно понимать, что из наличий. То есть, если есть в наличии каминная топка компании Nordflam, выбирайте ее. Если есть в наличии каминная топка компании Fergus, тоже выбирайте ее. В любом случае и та есть у Ковчега, поэтому рассматривайте именно их. К примеру, чем мне нравится Nordflam, тем, что мы уже давно с ними работаем, и они проблем у нас не приносят. Но Fergus тоже, в принципе, интересен, там есть дополнительный дожик сзади, а некоторые оснащены системой очистки стекла, поэтому в каждом отдельном случае нужно выбирать свою каминную топку. Но самым главным критерием выбора каминной топки является ширина, либо серия. Серия каминной топки, конечно же, должна быть именно 700-я. В данном случае у нас именно 700-я серия. Идем дальше. После того, как выбрали отопительный агрегат и выбрали именно каминную облицовку, необходимо дальше позаботиться о пожарной безопасности. Пожарная безопасность в деревянных домах – это одно из самых важных вещей, которые необходимо сделать. И в первую очередь это задняя стенка. Чаще всего у заказчиков задняя стенка не из гипсокартона сделана, а именно из дерева. Это вагонка, вот примерно вот такого типа, да, либо брус. И сами мы понимаем, что каминная облицовка и каминная топка, они очень, точнее каминная топка, она очень сильно нагревается. Нагревается на порядка, градусов, наверное, 300-400, прямо обжечься можно. Поэтому необходимо теплоизолировать все деревянные поверхности. В данном случае, каким образом это делается? Это некий пирог, то есть задняя стенка делается полноценная, зашивается профиль направляющий 42/30 и внутри забивается вата. Вата забивается именно фольгированная, это очень важный момент. Если не фольгированная, то при образовании конденсата она не будет стекаться, а будет впитываться. А в данном случае именно фольгированная используется. Дальше еще один слой гипсокартона. И уже внутри, вот здесь, еще 3 сантиметра используется Rockwell Firebuds, тоже фольгированный. То есть, по сути, у нас получается 3 сантиметра изолятора, гипсокартон сантиметр и еще 3 сантиметра изолятора. Итого пирог получается 10-сантиметровый. Дальше каминный короб. Каминный короб также собирается на каминную облицовку, на профили направляющие, профили стоечные, и по периметру тоже обшит 3-сантиметровым роквеллом. Так, по поводу выбора дымохода. Дымоход я рекомендую, конечно же, сохранять диаметр, диаметр, чтобы он соответствовал патрубку печи. К примеру, если здесь патрубок печи 180 мм, то и диаметр дымохода мы, соответственно, оставляем 180 мм. Для чего, опять же, это делается? Делается это для того, чтобы у нас была нормальная тяга, для того, чтобы при открывании двери у нас дым не выходил за пределы самого камина, и чтобы у нас печка работала в номинальных режимах, чтобы у нее КПД равнялось именно тому КПД, который мы изначально делаем.
Дальше. Каминные топки и каминные облицовки чаще всего сверху настраивается некий конвекционный объем. Вот он, вот это вот большой, это конвекционный объем называется. Он делится на компрессионную камеру, вот эта верхняя часть, и конвекционный объем, вот это нижняя часть. Разделяются они, естественно, некой отсечкой, и снизу и сверху должны быть вентиляционные решетки. Нижняя вентиляционная решетка обязательно должна быть без жалюзей, для того, чтобы постоянно охлаждалось, то есть снизу подсасывался холодный воздух, сверху выходил уже горячий воздух вот здесь. А вот эта вентиляционная решетка и с этой стороны вентиляционная решетка сделана чисто для того, чтобы охлаждать верхнюю часть. Благодаря тому, что у нас есть некий конвекционный объем, и у нас есть накапливается некое тепло, у нас есть возможность это тепло разводить по помещениям. И первое помещение, куда мы решили вывести тепло, это смежная комната туда, то есть в левую сторону. Просто-напросто монтажники настраивают некую вот такую вот, некий короб. Внутри проходит воздуховод из оцинкованной стали, именно оцинкованной. Очень важный момент, почему мы делаем именно оцинковки, потому что оцинкованная сталь, она более жесткая и соединение более хорошее. Сверху мы используем ламеллу мат, это 2-сантиметровый изолятор фольгированный. На данный момент он стоит уже 5600, но скорее всего в новом году уже будет подорожание. С этой стороны выходит просто небольшая вентиляционная решетка. Обязательно вентиляционная решетка должна быть на гипсокартоне огнестойком. Это гипсокартон огнестойкий 12,5 мм розового типа. Сейчас он в Петровиче стоит порядка 600 с копейками рублей, но скорее всего опять же будет после Нового года подорожание. Второй этаж. Что нужно понимать по второму этажу? То, что дымоход у нас проходит и наверх, и благодаря тому, что настраивается сверху некий короб, опять же, да, то можно дополнительно и развести воздух на второй этаж, то есть спрятать все эти коммуникации. В данном случае сделано это именно вот таким вот образом. Внизу есть две маленькие вентиляционные решетки. Вентиляционная решетка с жалюзями, вот она. Она способна давать сюда воздух. Дополнительно, опять же, воздуховод идет оцинкованный и тоже изолированный ламеллой мат. И также есть просто обычные две вентиляционные решеточки, одна снизу, одна сверху, для того, чтобы воздух снизу подсасывался и сверху уже выходил горячий воздух. Чисто рукой потрогаю. То есть на данный момент мы топим каминную топку уже порядка 20 минут, и уже горячая. Вот отсюда. То есть у нас жалюзи открыты полностью. Очень горячий поток воздуха идет, прям горячий. То есть я руку ставлю, мне прямо горячо от этого. Поэтому заказчикам обязательно необходимо говорить, что из вентиляционных решеток из вентиляционных решеток температура будет выходить порядка 90-95 градусов. Это реальные цифры. Ну что, надеюсь, данной информации будет достаточно для того, чтобы разобраться в каминных топках, каминных облицовках. Ну а дальше уже все зависит от вас. С вами был руководитель компании Римкамин. Меня зовут Мельниченко Игорь. До свидания.